Я выхожу первый раз на сцену, и все начинают кричать мое имя. Ну, я прогуливал школу, никогда больше я не увижу эту жизнь киберспортсмена. И все, я на следующий день вылетел в Сербию. Получается, пинг не важен, если есть талант. Я там, где я должен быть, я считаю. А ты кто по знаку зодиака? Это Козерог. А, Ну, все это понятно. очевидно. Да. Прямое включение США. Мы запустили розыгрыш на 75 призов, где главный приз — это компьютер игровой, хорошенький. Примите участие. Данила Молодой, один из самых хайповых игроков из СНГ. Он был обычным снайпером из тир-3 команды, но благодаря таланту и упорству смог попасть в топовый клуб «Фурия». Мы поговорили с Данилом о начале его карьеры и пути на уровень тир-1. Обсудили первые команды, жизнь киберспортсмена и, конечно же, турнир в Астане. Этот ролик расскажет вам реальную историю обычного человека, который сумел попасть в большой киберспорт. Это его первое интервью в его карьере, как это было у нас на канале с Донком, Моноси, Киясуки, Натинеки, Демоном и Вондерфулом. Обязательно поставь лайк за такую выборку людей на интервью, потому что пока не было никаких промахов. Попадание 100%! Приятного просмотра! Сейчас будет первая встреча с Данилой. Посмотрим, какой этот человек, если видит впервые двух мужиков, которых никогда еще не видел ранее. Самое забавное, что я ему вчера написал впервые сообщение. Привет, это Эрик Шоков. Я ему пишу: о, здравствуйте, как вы там, как вам обращаться? Я ему пишу: Эрик Слав. Я просто порофлил. А он лайкнул это сообщение и говорит: о, хорошо. Мне интересно, он будет меня назвать Эрик Славом или нет? Если что, это восходящая звезда. Запомните эти слова. Казахи объединяются. Ну что, Данил, ты как? Нормально. Я играл против твоей команды. Когда я был в МК, я играл против твоей команды. И как? Нормально. Хорошо Я играли? помню, мы вроде так и не сыграли ни разу. Там один раз у вас что-то тех проблемы были и все. Тех проблем у нас было? Да. А, ты про фраг какой-то? Не, я про официалку. Серьезно? Да. Скорее всего, знаешь, что было? Ау. Мы в тот день играли договорный матч, и Ага. совпало, Ага. что с вами не было выгодно играть. Я понял. Коэффициент был не очень. Да. Не знаю, я всех твоих друзей из Грузии, ну, смотрю очень часто. Ренатка, Да? Рошана смотрю, Стива, всех знаю. Ну так, мы жизненно просто смотрю их очень Если часто. будешь в Грузии, я тебя познакомлю с Ренатом. А ты знаешь, кто Ренат для меня? Если честно, настолько близко нет. Одноклассник. Мы с Да, ним- это знаю, одноклассник. Я видел ваш выпускной. Да, Я вот очень- ты- Я очень часто смотрю. Да, такое мало кто знает. А Георгий, знаешь Георгий? Да, Это Георгий, мой- это конечно, мой одноклассник. Геворчи у него Да, и это Да. мой одноклассник с первого класса. Всех знаю. Да, ладно, все хорошо. Я, получается, когда ты, короче, дарил одному из Казахстана типу комп, он тебя заскамил, помнишь? Да. Я шарил за эту историю, но я не знал, что он тебя заскамит. А я не помню эту ситуацию. Да, он меня точно панул и потом вернул компьютер. Как я, это была честно, такая не история? знаю. Вот, А он не пробился никуда вроде, он больше не играет. Нет. У него там проблемы в жизни, он, короче, там ставил ставки, как я знаю, но нехорошие такие проблемы у него были. А это какой-то твой знакомый? Нет, я просто играл против него турнир, и мне говорят, что он, типа, вот недавно только вот, получается, вот у тебя ролик вышел, и мне сказали, вот, типа, недавно вот он заскамил Шока. Я играю против него в финал, короче, мы его еще выигрываем. Я ему говорю, еще пофигу, в Казахстане, типа, все угорают. Я говорю, что там, не получилось тут заскамить на турнире? Как тебе США? Если честно, не нравится так сильно. Ну, прям не нравится, потому что, во-первых, жарко очень сильно. Во-вторых, опасно по улицам ходить. Да, это правда. Я вот ночью сегодня вышел, страшно. Да. Знаешь, как в зомби-апокалипсисе, ты Да, не идешь туда, где много мобов. да. Вот. Мы зашли к Капитолию, к счастью, он был закрыт, но такое ощущение, что там их слишком было бы много. Но при районы открытом. еще какие-то странные. Эти квадратные? Да. Ну, это, кстати, удобно. Тут пешеходы могут себе Да? позволить жить жизнью. Вот в Лос-Анджелесе, я думаю, там без машины ничего невозможно сделать. Кстати, ты хочешь офигеть? Остин — это Ага. лучший по статистике город для жизни в США. А реально? Да. Я не знаю, я каждый день, когда ночью просто слышу, что что-то дослучается. Там скоро, я не знаю, Каждые пожарная. 15 минут сирена. И Я не такая знаю. сирена из GTA. Ну, как будто получше, чем Сербия. Потому что я, когда был в Амкале, 8 месяцев живу в Сербии, как будто получше. Знаешь, Белград мне тоже не нравится. Я еще в первое время был в старом... Не, в Новом Белграде. Это который прям старый. А, я понял, Который да. плохо выглядит. Не.
Там единственное пару районов, окей, Waterfront, Да, ну, это новый, самые там такие. что-то, Новый Сад какой-то. Нет, Да. не Новый Сад. Ну, короче, есть пару... Врачебна, Врачебна. Я понял, но я не знаю. Врачар. Да, вот Врачар. Вот там у нас буткемп как раз в этом районе. Но в целом, да, мне не нравится Сербия. Грустновато. Ну да, мне тоже не нравится. Лучшая страна, где ты успел побывать, и тебе она понравилась? Но мне понравилось Майами, где у нас был буткемп. Майами? Да. У вас был буткемп в Майами? Как долго? Ну вот перед мажором. Почему выбор на таком У меня городе? просто проблемы с визой. Я мог один раз заезжать Да. в Америку. Обратно не могу. Если я обратно заеду в Казахстан, мне надо будет обратно подаваться на визу. У тебя паспорт с собой? Да, ну в У номер. тебя написано на визе Blast TV. Да. И тебе ему дали визу на одно Приглашение, мероприятие. да, У да. Икадзе такое же. Очень странно. И ей дали на 3 месяца, а тебе? Да, на 3. Ну ты же можешь выехать и вернуться. Нет, не могу. Странно для казаха на ты. Казахам всегда на 10 дают. На да. 10, Да, мне 10 все лет. так и сказали, что должны были на 10 дать. Да, да, да. А ты кто по знаку зодиака? Я не знаю, Козерог. А, ну А, все это понятно. очевидно, Да, это да, да. Да, хорошо. Ага. Я не верю в это, Ты что... знаешь, все козероги Не, здесь не получают верю. маленький срок. Не. Ну, на 3 месяца это база. Мгм. Подумай еще раз. Огромное спасибо моему титульному спонсору ББ, который дарит каждому из вас возможность получить 1000 рублей на баланс. Просто переходите по ссылочке в описании в мой ставочный телеграм-канал, где есть все подробности. Давай поговорим о начале твоего пути. Где ты родился, в каком городе и как пришел к КС. И каким ты был ребенком. Окей. Вообще я родился в маленьком городе в Казахстане. Такой есть город Семипалатинск. Там где-то, ну сейчас где-то 400 тысяч, может, населения. Когда я родился, наверное, 300-250 было. С детства увлекался футболом и карате. А когда родители подарили ноутбук мне на день рождения, где-то лет 6-7, я начал играть. Такая игра была Crossfire. Играл я. Потом в определенный момент вышел CSGO. Начал в нее играть, переходить в нее. Где-то мне лет было 12-13. Я понял, что у меня чуть начало получаться. Я там апнул Лема вроде бы, или Беркута, что-то такое. Начал ходить на турниры в своем городе, начал их выигрывать. И вот как-то так все завязалось, что начало очень в моменте очень хорошо получаться. Это когда где-то мне было лет 14-15. Начало все очень хорошо получаться. Я ездил на турниры по всему Казахстану. У нас была команда еще в Семипалатинске. Мы собрали команду и начали ездить по турнирам в Казахстане. Но турниры такие были локальные, неизвестные вообще. И потом мне исполнилось лет 16-17. Я поступил в 11 класс в Казахстане, и мне надо было сдавать ЕНТ. А с учебой вообще у меня были очень серьезные проблемы. Я очень часто ругался с родителями, я прогуливал школу очень часто, и приходилось ругаться с родителями. Я говорю, что я в школе и так далее. Потом в определенный момент, я не помню когда, позвонили родителям и сказали, типа, возможно, вашего сына отчислят, а у меня остался 1 год. И родители такие, в смысле, он же ходит на учебу. И все, родители пошли, что-то пообщались, я не знаю. Меня оставили, и вот мне пришлось заканчивать хотя бы более-менее учебу, чтобы я остался в школе. И пришлось сократить время в компьютерном клубе, потому что я играл всю жизнь в компьютерном клубе, у меня не было своего компьютера. Был, его родители просто забрали, либо продали, я не знаю, так и все еще. И все, я всю жизнь практически играл в компьютерном клубе. Получается, у тебя был компьютер хороший, мощный? Нет, у меня был плохой компьютер, но когда поступил я в 11 класс, это было только начало 11 класса, родителям звонят и говорят, типа, все, ваш сын не ходит, значит, ему без разницы на учебу в 11 классе, все, мы его читаем, и все, мне родители говорят, стоп, все, компьютер пока, и все, и у меня начинается, что делать, и мне повезло, я не знаю, судьба так связала, что я познакомился с человеком, который мне просто дал время бесплатно в компьютерном клубе, и я сидел, играл. Сделай ему приятное. Скажи, как называется этот клуб. Но его уже нету сейчас, он закрылся. Я думал, человек. Человек. Вообще его зовут Адиль, ему большое спасибо. Я думаю, он смотрит, он за меня болеет все еще, так что
большое ему спасибо. Ты уходил в киберклубы скрытно или родители знали? Да, я уходил скрытно. Все так же я в 11 классе продолжал прогуливать, но просто меньше. И ходил в компьютерный клуб, играл в Faceit. Все, вот это моя была жизнь. Потом, когда уже я где-то апнул 3000 первый раз, меня в Казахстане начали мочнить, что я читер. Из-за того, что я пропадал от это время, не увлекался Counter-Strike, и в определенный момент меня называют читером, и мне приходится доказывать, что я не читер, и ездить на турниры. Что типа вот я чистый, я без всего играю, и вот я показываю, типа удивляю всех, что я без читов, и потом мне родители говорят: нет, все, стоп, сына, тебе надо хорошо сдать ЕНТ. А ЕНТ это, чтобы мне надо сдать ЕНТ, чтобы поступить в университет. Ну, как ЕГЭ, да, российский? Да. И я начинаю готовиться. Ну, так готовлюсь, конечно. Все равно играю. И вот готовлюсь и играю одновременно. И потом поступаю в университет. Я говорю: вот я поступил, хорошо сдал, но... Точнее, я мог поступить, но я не поступил. Я говорю: все, вот я хорошо сдал, но я поступать не буду. А в этот момент до где-то 2-3 дня до ЕНТ, когда я начал, точнее, когда мне надо было сдавать, меня позвали в команду в Казахстане на буткемп. Ну, это такой был буткемп. Не прям буткемп, конечно, но мы жили в квартире впятером. Я говорю: ну, если я сейчас не поеду туда, то это для меня киберспорт, думаю, никогда больше я не увижу эту жизнь киберспортсмена. И я ругаюсь с родителями очень сильно и выезжаю в столицу свою, в Астану, на буткемп. И получается, я прожил 2 месяца в Астане, и мне написали ДМС, тогда она еще называлась ДМС, что хотят меня на тест. И я прошел тест и вот так попал в ДМС сначала, потом в МКАЛ. Как с родителями было отношение в это время? Плохо, потому что нам не платили зарплату. Я жил как мог. Упросил у знакомых, например, деньги и так далее. Ну, родители, конечно, помогали, но не так сильно, потому что не понимали, чем я занимаюсь. И просто во что-то верили, наверное, но не до конца. И как-то вот так все завязалось, что быстро, очень быстро я попал в эту среду киберспорта. А в течение какого срока ты шел в киберклубы? Но родители об этом не знали. Ну вот я, получается, начал... Вообще всю жизнь хожу. Где-то с 14 лет до 18 лет я ходил прям в киберспорт очень часто. Но именно когда родители не знали. Ну, большинство это 11 и 10 класс. И что ты им говорил каждый день, когда приходил поздно домой? Где ты был? Я говорю, гулял с друзьями и так далее. Всякую фигню придумал. Не знаю, что там можно было придумывать, но как-то родители... Я думаю, родители понимали, что иногда я вру, а иногда нет. Какие самые нелепые оправдания ты говорил? Я помню, самое прикольное, что я говорю, я занимался с классным руководителем своим в школе, типа дополнительное задание. Да. Я говорю, что она меня хочет потянуть перед ЕНТ. Вот такие вот, я там сказки рассказывал, не знаю, там такие сказки рассказывал, что это... Да, надо было поучиться у меня. А у тебя есть старший брат, младший? Нет, у меня нету родственников, но у меня... В Казахстане есть названные братья. Да. Вот у меня есть очень много названных братьев, которые просто помогали мне по жизни. А кто больше всего поддерживал из родственников? Из родственников? Ну, из родственников плюс родни. Если честно, я думаю, вообще никто. Не так хорошо все сильно поддерживали. Просто, наверное, во что-то верили, но не так сильно мне показывали. Да. Вот так можно сказать. У тебя только был КС? Или ты пробовал другие игры, кроме Crossfire? Именно по киберспорту? Не, вообще всю жизнь пробовал только КС. Чисто играл Counter-Strike. Но в чем прикол? У меня не получалось первое время вообще. Не так прям хорошо, как получалось у многих, но в определенный момент просто слишком полетел наверх. Просто начало все получаться, быстро очень начал развиваться, и как-то вот так все завязалось. Слушай, ну сейчас пинг с Казахстана неплохой. Он стал лучше. Я думаю, да, он намного лучше. Там 70, 80. До этого вроде, когда я играл, был, ну, наверное, 120. Да. То есть ты мог убивать, подниматься в хайтап всегда с пингом 120-100, как Кидонг из Сибири. Да. Получается, пинг не важен, если есть талант? Ну, как будто бы да. Я думаю, что да. Не так сильно. Я думаю, что
есть шанс пингом пробиться. Даже очень большой шанс. Я думаю, это все зависит от желания. И хочешь ли ты этого или нет. А ты почувствовал, когда ты вот сел на лол пинг, что ты прям стал сильнее, что это прям другая игра? Я думаю, да, очень сильно. И когда я прилетел первый раз на буткемп в Сербию, я сразу же почувствовал разницу, что люди даже по-другому передвигаются по карте. Надо быстрее их убивать. Когда ты на большом пинге, ты стреляешь в человека, тебе надо подождать, убил ли ты его или нет. О, да. А тут человек сразу умирает, моментально. И тебе не надо думать, умер он или нет. Вот это, наверное, самая большая проблема, которую я встречал. Ну, ты стал лучше играть с пингом. Да, намного, очень. Особенно я вапер, мне нужен был пинг поменьше. Всегда был снайпером? Да, С 14 лет? да, Молодец. всегда был. Но были вот эти сомнения детские. Может, не надо, Да? может, нафиг. Но все равно остался вапер. А рифла как тебе? Нормально. Но я думаю, что с АВП больше получается, потому что с АВП надо больше думать и думать, где тебе двигаться, где тебе перемещаться. И я думаю, что у меня в этом больше получается, чем с Гана. С Гана надо стрелять, хорошо наводиться, а мне больше нравится подумать. А есть те снайперы, за которыми ты следишь, и, может быть, перенял их стиль игры? Я думаю, что в детстве я больше равнялся на симпла, стайл. Но сейчас ты, когда уже на более высоком уровне, ты понимаешь, что тебе надо, во-первых, задавать планку, чтобы люди начали понимать, что я что-то могу сам, а не равняюсь на кого-то. И понимаю, что надо удивлять самим, а не смотреть кого-либо. И так что пытаешься думать всегда о своей игре. И думаешь, и находишься, просто живешь игрой, и просто думаешь каждый шаг в игре, и все. А ты уже виделся с Симплом? Да. И как тебе? Не знаю, я так с ним хорошо с ним не общался, просто привет, как дела, и все. А чем твой стиль отличается от других снайперов? Я думаю, что я более агрессивный. И у меня больше агрессивных моментов, чем у других снайперов. Я думаю, этим я отличаюсь. И я думаю, это хороший навык. Ты не думаешь, что вот эту вот агрессию можно как-то достаточно легко Да, законтрить? да, можно. Что это может быть проблемой Я в будущем? согласен, да, я согласен, что можно, но, как сказать, я чувствую, когда мне надо встать и когда выйти. Вот это происходит в миллисекунду, которую происходит в игре. Я это чувствую очень часто. Ну и если ты выходишь, сразу даешь голову, то в целом защиты может и не оказаться. Как будто бы, да. Расскажи, когда родители сказали тебе: слушай, мы были неправы, в целом продвигайся, молодец. Короче, вот когда был вот этот период, 2 месяца, когда я был в Астане на буткемпе с командой, у нас были турниры в Казахстане, и там как раз я получил себе ХЛТВ. И мы выиграли турнир, получается, я получил первый раз ХЛТВ и получил деньги. Ну, не такие большие, но получил деньги, и я, получается, все свои заработанные деньги отправил родителям. И, ну, не прям все, но большую часть. И родители, я думаю, во-первых, увидели, что что-то, возможно, да и получится. И, думаю, начали интересоваться вообще, что это и как оно вообще происходит. И в этот момент я думаю, что родители поняли, что это не просто так, что к чему-то да я стремлюсь хорошему. Они смотрят твои игры? Сейчас, да, очень часто. Каждую игру. Вот, например, у нас в Казахстане разница 10 часов. И получается, вот у нас завтра игра здесь в 5 часов, а в Казахстане это 4 утра или 5, и это они будут смотреть. Они вообще осознают, насколько ты далеко поднялся? Да, да. То есть это чемпионат мира? Да, они осознают, а я нет все еще. Все еще нет? Да. И под чем ты, да? Ну, просто в моей голове я понимаю, что я к этому очень давно шел, Да. и я там, где я должен быть, я считаю. Вот это молодец, чемпион. А насколько они шарят в КСе? Вот уже, то есть они смотрят за тобой какое-то время, они уже там тебя пишут, там, зачем ты на А пошел, Я иногда, на Б. нет, я иногда удивляюсь. Я, например, говорю, вот мы завтра играем, и они говорят, команду называют. И я говорю, о, вы уже знаете, как команда называется? Я удивляюсь, вот с этих мелочей очень сильно удивляюсь. И потом мне говорят, вот тебе лучше... Мне иногда один раз сказал, мама, вот тебе лучше с АВП только играть. Я такой, мама, ты уже разбираешься даже во всем?
классно, когда родители начали увлекаться, мне нравится. Она тебе этот конфиг лайфхакеров не предлагала скачать? Шока? Да, да. Мне кажется, у тебя был конфликт. Не, Нет? честно не был. Не. Всегда как-то не старался. Ну, чуть попозже тебе там раскидочки будут закидывать, ты там хорошо, прислушайся, да, прислушайся. Был ли человек, который тебе очень сильно помогал на пути к киберспорту? Я думаю, кто мне дал компьютеры. Он мне прям давал все. Я мог в компьютерном клубе и покушать бесплатно, и попить. Там. Я думаю, мне все прям давали. Я очень благодарен этому человеку. Вот с 14 лет он мне всегда дал бесплатное время. Я ему реально благодарен. Я думаю, если бы он бы не дал бы мне время, я бы не набивал свой талант в это время, который у меня сейчас есть. Так что я очень сильно благодарен. А как вы познакомились? Как мы познакомились? Вообще сам прикол. Я занимался вроде бы карате и... Вроде бы. Нет, Интересная неправильно говорю, подводка. неправильно сказал. Я занимался карате, и у меня был друг на карате. И он нас познакомил. Да. И потом... А он твоего возраста? Друг мой? Нет, он старше меня. И вот это мой братан, он меня старше, получается, какого он года? Я думаю, он 2000-го, либо 99-го. И получается, а мой друг был 2001-го, получается. И он мне сказал, что вот компьютерный клуб, друзья открывают, вот пойдем сходим. Точнее, открытие было компьютерного клуба, и под открытие был турнир сразу же, чтобы завести людей, ну, не знаю. И я прихожу как участник турнира и с ними знакомиться, потому что я выиграл этот турнир и познакомился с ними. И все вот так как-то я познакомился с ними, и они мне сказали, вот, приходи, бесплатно играй, если что. Я такой, о, классно. Это Супер. здорово. Это прям как будто история из 2000-х, когда команды набирались в самые первые, в начало интеграции киберспорта, там примерно точно так же и было. Знаешь, в Казахстане часто такие случаи, когда дают бесплатное время. Я еще такое слышал в маленьких городах. Любят заниматься Да, этим. это правда, очень... Не только мне давали, очень много кому давали, но просто, наверное, я считаю, что я был любимчиком, как бы это ни звучало, потому что даже на турниры в Астану я ездил, я делал доверенность, потому что я был маленьким, мне не было 18, я делал доверенность и ехал на турнир. Окей, давай вспомним твои первые призовые. Первые призовые, это были семипалатинские турниры, наверное, это 100 тысяч тенге. 50 тысяч тенге, это 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, я вот так выигрывал. И самый, наверное, крупный был в Казахстане мой турнир, победа, я думаю, 1 600 000 Чего? тенге, не рублей. Ну, сейчас на мажоре заработаешь 1 600 000 рублей. Кого-то побольше. Ну вот, так что я думаю... И тогда вот на самом большом я получил свой первый ХЛТВ турнир. Первый ХЛТВ профиль вот я получил. И хорошо на нем сразу же сыграл. А я тогда общался со всем комьюнити Казахстана. И меня позвал Калаш на тест в ДМС. Калаш? Да, Калаш, казах. да. Все, понял. Он, кстати, тоже хорошо. Конечно, казахи все хорошо играют. Почему так? Почему казахи? Я думаю, менталитет. В Казахстане очень хороший менталитет, такой боевой. И в чем он Из-за проявляется? этого. Вот из-за того, что, во-первых, люди не любят, когда сдаются, если что-то не получается, и идут дальше к цели своей. Это первое. А второе, в Казахстане люди, наверное, ну это мое мнение, я думаю, что если что-то не получается, более ты злостный становишься к себе, и тебе хочется добиться, хочется прям. И, наверное, я думаю, это очень положительная сторона наша. А что значит никнейм молодой? И какие у тебя были варианты? Вариантов не... Короче, был стример пока молодой по PUBG. Да, знаю. Я вижу пока молодой, а это был маленьким, и я что-то открываю Twitch. И ты думал, да, Пока назваться, либо молодой? Нет. Я захожу на Twitch, и он стримит, и я думаю, вот у него пока молодой, я поставлю молодой. И все, вот так, за секунду. И все, я не менял этот никнейм. У меня был сначала X молодой, не знаете, что означал X вот этот вот. X, большая буква, черточка, молодой. Это как название энергетика. Да, что-то такое. И потом я брал X, и я стал просто молодой. Расскажи, как тебя заметили ДМС. Ты рассказывал уже сегодня, но можешь раскрыть, почему, как ты думаешь, тебя позвали, и насколько ты ожидал такое приглашение именно в тот момент? Ну, я думаю, что меня позвали, во-первых, потому что я был знаком с Калашом, потому что я был знаком со всем комьюнити, но
не настолько совсем, там, не был знаком с более известными людьми, но с более такими средними людьми я был знаком. И все меня знали, что я существую. И когда я вот получу первый раз Ход ТВ, я думаю, это хороший, как сказать, резонанс, потому что для СНГ чувов, если у тебя нет Ход ТВ, это не так хорошо. Даже у меня есть ошел тебе, да. И у Рената есть. И вот я получил Ход ТВ, и я думаю, он сказал своей команде, что вот есть какой-то читер из Казахстана, и вот я получил Ход ТВ как раз, и вот он им сказал, и я, получается, играю тест со 120 пингом, и я стреляю плюс 30 в первом же праке, и мне говорят, ты завтра вылетаешь, все. Вот так это было. Ты сколько праков сыграл? Я один прак сыграл, мне сразу сказали, все, ты вылетаешь завтра. Кто это сказал тебе? Ну, так? Кэп, S-Fate, наш Кэп. Молодец. И все, вот я на следующий день вылетел в сервер. И еще в чем прикол, вот это самый прикол. Я говорю, мам, я улетаю. Я прихожу домой ночью. Я говорю, мам, я улетаю завтра. Она говорит, куда? В смысле? Что за фигня? Что происходит? Я говорю, она говорит, точнее. Я говорю, ну все, вот. Я говорю, я о чем мечтал, вот меня забирают. Я говорю, в смысле? Пока мне никто не позвонит, ты никуда не поедешь. Все, сын, никуда ты не поедешь. Я сказал, так, я пишу организации, все. У меня был... Я же играл в казахстанской команде до этого. И получается... нет, я обману. Я был в Астане. Ты пишешь в этом интервью. Я был в Астане. А я звоню. Получается, смотри, я звоню, потому что у меня не было в Астане вещей много. Я не стал много брать своих вещей в Астану, потому что я был на буткемпе. Мне надо было лететь в Семей сначала, чтобы маме сказать. Я прилетаю в Семей, говорю маме, и мне мама говорит, нет, ты никуда не поедешь. Я думаю, в смысле, что за фигня? Мне надо улетать уже завтра? А мне мама говорит, нет. Я пишу, говорю, так, мне надо, чтобы вы позвонили маме. Начинаю говорить своим братанам, чтобы позвонили маме, тоже успокоились, что все хорошо, не переживай, все будет нормально. И все, ей звонят, вроде бы как-то, да, договорились, чтобы я полетел в Сербию. Все, пообщались они, и мама сказала, окей, сын, езжай. Если ты так этого давно хотел, я разрешаю. И все, я на следующий день вылетел в Сербию, сел за комп, понял, что такое пинг 20, и начал просто задротить в КС. Слушай, ну у тебя все так быстро получилось. Да, очень быстро, правда, очень быстро. Вот у меня год назад появился ХЛТВ. Чудо. Прям настоящее чудо. Молодчина. Были слухи, что ты должен был попасть во Fnatic. Насколько это правда? Это правда. Была проблема, что я не знаю хорошо английский. Это был, наверное, мой не то чтобы страх, но переживание, что я не смогу... Тяжело будет в европейской команде с моим английским, потому что у меня был просто 0. Просто вообще zero. О, И... уже знаешь. Ну, уже одно знаешь. И вот, наверное, было переживание. И я думаю, переживание было Fnatic, что я им пишу, что я вообще не знаю английский. И как-то сошлись на том, что я остаюсь, и они меня не покупают. Но они меня хотели купить, я это знаю. И я не, если честно, я не так сильно хотел. Потому что под Новый год, это было под Новый год, у нас были не прям хорошие результаты, но мы были вроде... Мы закончили сезон на топ-60. Это было... Я думал, что мы пойдем в Польшу после перерыва. И оказалось не так. Оказалось больно. Но я, наверное, рад, что я отказал. Потому что... Ты мог потерять вот этот момент, потенциал из-за английского языка. То есть могли в тебя перестать верить из-за того, что ты просто не мог с ними общаться. Да. И я думаю, что если бы я был шел бы во Fnatic, я бы не играл бы сейчас в Фурии. Так что я думаю, что классно, что я именно тогда чуть остерегался. Зимой ты перешел из ДМС в Амкал. Подскажи, насколько сильно изменилась твоя заработная плата за этот период? В процентах, можно сказать. Я скажу, как есть, просто не намного. Не намного. Не, в суммах нет, конечно. Не намного поменялось, не прям много, потому что результаты зависели от рейтинга. Да. Рейтинг был не такой хороший. Так что я думаю, что не намного. Ты сидишь, играешь в Амкале, все хорошо, тобой все восхищаются, и потом бац, тебя кикают. Расскажи, как это получилось. Смотри, каким образом пришла Фурия? Смотри, там еще была одна команда. Я не знаю, ты знаешь, нет? Конечно. Геймер Легион Да. была.
И вообще были Fnatic в этот момент. 3 команды хотели. И они играют ПГ Бухарест, Геймер Легион и Фурия. И ты думал, вот кто Нет. выиграет, туда и перейдут. Нет, слушай, сейчас будет самый прикол. Фурия вылетает 1-3, Да. а Геймер Легион вылетает 2-3. Этот один день зарешал. Да ладно. Они в курсе? Конечно, все в курсе. Фурия мне пишет, получается, быстрее. Ну, не то, что быстрее, я общался с обеими командами. Да. Но просто я понимал, что лучше Фурия, во-первых. Потому что Фаун, во-первых, есть тут. И я понимал, что он задаст. Не то, что задаст, а научит меня многому, потому что он был авик и отдает мне авик. И в этот момент Фурия вылетает 1-3, мне пишет, все, мы готовы тебя покупать. Вот они проигрывают, и мне пишут, все, типа, давай общаться. Потом Fnatic выходит. Нет, потом Геймер Легион вылетает Ой, 2-3 и пишет мне, так, мы тоже готовы. На игры нет, все, парни, уже поздно. Как же они расстроились. Да я думаю, нет. Ну, это Мне- просто удивительная история, когда ты проиграл, и тебе повезло при этом, что ты проиграл. Ну, Но я думаю, нет, если честно, там дело не в проигрыше, наверное. Я думаю, что они бы меня по-любому купили после ПГЛ. Нет, я имею в виду, что у тебя день да, этот да, появился, да, они да. просто проигрывают и такие, есть, покупаем. Да. Вы прям так. И телефон падает. Я думаю, ну да, классная история, на самом деле, Конечно. удивительная история. И вот мне написали Фурия и говорят, типа, вот, мы готовы общаться с Амкал, дай нам, типа, все номера. И все, они начали общаться. И в определенный момент мне говорят, типа, ты хочешь? Я начинаю думать и говорю, да, хочу. И все, начинаю изучать английский. Вылетаю домой, в Казахстан, чтобы делать визу. И все, вот как-то так, по чуть-чуть. Я начал изучать английский. Как И, ты начал это делать? Мне наняли репетитора. Кто? Ну, получается, там договорились, что МК выдаст мне репетитора, но Фурия вообще, я думаю, выделил. И я начал изучать английский по чуть-чуть, начал изучать. И, получается, вот это был момент, когда я ждал визу, ответ. И я в это время изучал английский. И анонс уже был, что ты перешел в Фурию? Смотри, получается, я прилетел. Через 2 дня, когда я прилетел в Казахстан, сделали анонс. И потом я узнал, что будут братья Киндера. Я удивился очень И ты сильно. обратно в Геймер Легион. Ну, то есть ты в этом процессе ничего не Нет, участвовал? вообще, я вообще в этом не участвовал. Когда мне писали, что берут и Киндера, я удивился. Типа, Марик, Фури, как он согласился, что за фигня творится? Но я думаю, что Марик очень сильно мне помогает. Ну, я не думаю, это 100% так. Марик очень сильно мне помогает, потому что, во-первых, у меня не хорошо развит английский, не на высшем уровне. Это, во-первых. Во-вторых, он очень опытный, помогает мне во всех аспектах игры. Так что я очень рад, что у меня есть и Киндер, Фон, и Ксерата, Юрий. Это классно. Тебе повезло, Маркс очень умный парень. Да, Во всех смыслах. я понимаю. Да, вот поэтому, да, это Спасибо. шикарный человек. Спасибо. Как сложно коммуницировать в команде? Ну, скажу так, в игре я понимаю, думаю, что все. 95% я думаю, я понимаю. В жизни мне просто не хватает словарного запаса, чтобы понимать все. Так что я думаю, это дело времени. Тем более сейчас после мажора будет время, чтобы я подучил более хорошо английский, займусь прям очень сильно. Я думаю, все классно будет. А вы проводите время вне игры? Да, очень много. Ну, у нас был буткемп вот в Майами. Все время, наверное, после тренировочного сбора мы что-то делали. Там ходили на ужин, ездили куда-нибудь отдыхать. Я рад, что бразильцы чем-то похожи Мгм. с казахами. Чем? По вайбу. Просто люди доверяют. Наверное, это самый такой важный аспект для меня, можно сказать, что люди доверяют мне, что они верят, что я могу. Я думаю, что без этого я бы не так хорошо вошел в коллектив. Это, наверное, единственная черта, которая не то чтобы мне помогла, которая мне понравилась от бразильцев. А если брать твоих тиммейтов, чему ты уже научился у них? Чему я научился? Я думаю, что я
научился более быть спокойным. Мгм. В МК я не был таким спокойным. Реагировал остро на многое. И здесь тут более спокойно все. Бывает, да, конечно, мы люди. Бываем, что реагируем остро, но я думаю, что я очень спокойно стал фурией. А по структуре построения команды это как-то отличается от нашей команды русскоязычные? Я думаю, да, потому что, ну, я не думаю, что сильно. Я думаю, отличается в том, что люди более взрослее относятся к процессу. Думаю, только в этом. Нету такого вот этого детского эгоизма. Один из игроков СНГ попал в европейскую команду, не могу вспомнить кто, но он сказал, что они относятся к игре как к работе. Приходят, отрабатывают и уходят как можно раньше. Но я- Каково это Фури? Я думаю, что не так. Практически каждый после тренировочного процесса остается, если понимает, что чего-то не хватает в игре. Каждый хочет принести долю пользы. И я думаю, это классно. Я не знаю, что творится во всех командах, но в Фурии я рад, что у нас так происходит. Чем можешь выделить Фоллана? Фона. Ну, для меня все еще удивлением, что... Он все еще в команде. Да, это тоже. Вот я ждал визу, получается, мне одобрили визу, и получается, мне надо было ехать в Сербию, чтобы играть на хорошем пинге перед турниром. Я удивился, что он приехал в Сербию со мной, ко мне точнее, на буткемп, и со мной сидел, и обучал меня. Я думаю, что для меня это очень сильный поступок. Конечно. Ко мне тип прилетел, который выиграл 2 раза мажор. Настолько, не знаю, поуважал меня. Я очень сильно обрадовался, что Фон приехал в Сербию. И мы сидели просто каждый день об игре общались. И вот я очень, наверное, удивился. И обрадовался, что ко мне приедет Фон на буткемп. Ну, это классный поступок от него, и ну, для... И вот ты понимаешь, что сразу человек относится, наверное, сердцем к делу. Ему это нравится. Да. Ну и для бразильцев Сербия это уже как это, я не знаю, Да. как резорт. Они, Да. они там столько раз побывали. Да, это правда. Просто они там постоянно буткемпятся там. Общаешься там, они говорят, как уже надоело это Сербия. Не то, что надоело, одно и то же просто. Мгм. И нечему удивляться. Сможешь вспомнить какую-то историю такую же, но про Юрия? Юрия? Не знаю, блин, навряд ли. Потому что я не был... Близко я был знаком вот только в первое время с Фоуном, потому что он ко мне единственный прилетел. А более близко я познакомился со всеми, когда я полетел в Астану на турнир. Получается, как было? Мы полетели сначала с Сербии в Польшу, вроде бы. И там мы увиделись со всеми. И полетели в Питер. И вот только тогда я там со всеми познакомился в жизни. Ну, мне нравится, что бразильцы похожи по вайбу с казахами. Такие же прикольные, такие же на эмоциях, все веселые. Я думаю, для меня это очень хорошо. Ну, чтобы завершить этот вопрос, давай про Ксерата, может быть, что-то есть интересненькое. Ну, я могу сказать, что Юрий и Ксерата это 2 лучших друга. Они очень часто с друг другом общаются. Короче, можно сказать, как 2 брата. Очень спокойные, очень дружелюбные. Мне нравится, что у нас есть синергия вот это, что каждый любит, можно сказать, друг друга. Наверное, вот так. Был ли у тебя страх, что ты попадаешь в команду топ-10 мира стабильно, что ты не вывезешь? Нет, такого у меня не было, потому что я такой сам по себе, что я уверенный. Скорее всего, это Плюс, Плюс, конечно, да. плюс. В КС выигрывают только самоуверенные. Да, и я понимал, что я смогу, по-любому. Не было такого, что я не смогу. Как друзья отреагировали на переход в Фурию? Никто не знал, я специально никому не говорил. Только я сказал родителям. Родители сказали, что Бразилия? Что вообще творится? Что ты делаешь? У меня в команде бразильцы. Бананы будешь нам продавать? Ну, И понятно. мне, Шучу, я не понял. банан. А? Шучу, не банан. И мне родственники говорят, в смысле Бразилия? Ты с бразильцами играешь? Что вообще творится? И потом, когда выходит новость, мне все начинают писать. Типа, никто не ожидал, что я уйду в Фурию. Ну, казах, Фурия, Ну, это конечно, это очень странно. сенсация. Мгм. Я думаю, классно. Это история.
Вот ты сказал, что из ДМС в Амкал зарплата не сильно выросла, а вот из Амкала в Фурию тут уже не скажешь такой же ответ. Я думаю, что намного вырос. Давай так, X3. Просто один вопрос, X3 или нет? Больше. Все, один вопрос, ты сам сказал. Вырезаем. Забудь. X5? Ладно, хорошо, нормально. А в Фуре есть мотивационная часть? Условно, вы будете топ-5, такая зарплата? И есть. Больше. А топ-2, условно, топ-1, Есть, да, топ-3? больше. О, прикольно. Надо топ-1 ставить. Родителям отправляешь какую-то часть Конечно. сейчас? Как они реагируют? Ну, когда мне первый раз пришла зарплата в Фурии, не то что Самкала, там цифра побольше, и родители типа посмеялись, сказали, что банк ограбил, что ли? И я сказал, нет, это вот... Ну, то есть уже нет таких вопросов, типа там, не играй, Нет, мы там такого у тебя вообще комп нет. заберем, мы Нет, там, нет. тебе девайсы не вообще- нужны, такого вообще что-нибудь нет. такое. А, Сейчас идет полная поддержка. Ладно, давай поговорим про PGL Астану. Это был твой первый большой турнир Да, первый мой большой турнир, и сразу же на родине. на родине. Удивительно. Таких турниров не было как будто вообще никогда в CSGO. Да, и в этот именно момент я попал в него. Это правда. Свой турнир на родине. Каковы были чувства, эмоции? Я скажу так, когда начались первые игры, у меня нету такого, что прежера, типа я переживаю о чем-то. Да, есть, наверное, какое-то переживание, что типа вот чуть-чуть там перед игрой, я думаю, но прям сильного у меня такого нет. Просто захожу, как обычно, на игру, как будто на праке. Заходим, играем, проходим на групповую стадию. Я выхожу первый раз на сцену, и все начинают кричать мое имя. Now, молодой! Your first event for Furia. Your first time on a big stage. Is this everything you dreamed of? И у меня, я не знаю, как это объяснить, с эмоцией. Во-первых, стало приятно очень сильно. Во-вторых, просто как будто тело замерло. И мозг замер. И тебе надо играть. И мы, когда становимся в круг в команде, я говорю на английском, так, мне надо собраться, мне тяжело. И я выдыхаю, и как будто так все тело успокоилось в моменте. И как будто другой человек был 10 секунд. Как будто вот минуту назад был другой человек, а сейчас уже другой. И для меня был это первый раз. И я, наверное, в тот момент сразу вот этот мой прежер вот так как будто вниз упал и больше не появлялся. Вот так это было. А ты удивлен был, что... Да, я удивлен, что тебя- люди просто кричат мое имя. Во-первых, я не знаю, это непередаваемая эмоция, я не знаю, как это объяснить. Я говорю, вот просто мое тело замерло, и я ничего не чувствую, не знаю. А вот во время самой игры есть разница в нервах? Между чем? Между онлайном и на мажоре ты играешь? Ну, не на мажоре, но вот в Астане. Наверное, у людей есть, но у меня лично нету. У меня нет такого, что я переживаю. Как будто если ты в голове своей начинаешь вот эти левые мысли, себя же гасишь, я так думаю. Так что это нехорошо, я думаю. Как ты можешь оценить свои выступления в Астане? Думаю, не так хорошо. Есть к чему стремиться. Но для команды, думаю, пойдет. А чего не хватило, чтобы выйти в финал? Думаю, нам не хватило подготовки, потому что мы поиграли 5 дней только. Так что я думаю, не хватило нам подготовки. А какие эмоции у тебя были сразу после поражения? Ну, по-любому Че, большой грустные. был, что ли? По-любому грустные, но я понимал, что есть к чему стремиться, и нельзя останавливаться. Как-то так. Ты говорил, что твоя мечта, чтобы Казахстан был бы на вершине киберспорта. Да. Что нужно сделать Казахстану, чтобы это случилось? Наверное, начать людям федерации киберспорта развивать киберспорт в Казахстане. Это хотя бы до какой-то даст буст. Но и организацию, и киберспорт Казахстана можно понять, что они не развивают, потому что у нас нет такой поддержки народа именно в киберспорте. Так что это двоякая ситуация. Я думаю, что если в Казахстане начнут развивать, то и болельщики
и люди, которые играют, начнут поддерживать. Ну, мне кажется, все в твоих руках. Надо, вон, мажор выигрываешь, и сразу во всех СМИ везде будет про казах выиграл мажор, и сразу и поддержка найдется, и сразу все найдется. Ну, к этому и стремимся. 20 часов до начала первой игры на мажоре в плей-оффе. Перед американскими зрителями. Класс. Каково это, представляешь? И играть еще против бразильцев. Я, И если честно, они очень сильно набрали, кстати. Пейн? Да. Ну, пойдет, наверное. Не знаю. Если честно, я думаю, это для бразильцев дерби. Именно для бразильцев. Наверное, хочется доказать, кто лучше. А для меня я просто захожу и играю. А те бразильские фанаты писали что-то? Мне говорят мои тиммейты и вообще Фурия, команда, что если я приеду в Бразилию и пойду пешком гулять, шансов нет, чтобы я пешком гулял. Вообще шансов нет. Настолько они говорят, что в киберспорт Бразилии очень сильно развит, что ты даже не представляешь. Каждый, наверное, знает, что такое киберспорт Бразилии. Я думаю, это класс. Я мечтаю, я желаю тебе побывать на турнире. Вот будет Казахстана, АЕМ Рио. Бразилии. АЕМ Потому Рио что будет скоро. Ну, не скоро, я не знаю, когда. Я не могу забыть те эмоции, когда люди кричат и громко орут прям на Рио мажоре. Очень было здорово. До сих пор сохранилось. Скажи, пожалуйста, насколько часто ты у нас играешь и какие режимы можешь выделить для тренировок? Играю на бэкхоп и серфе только. Классно, мне нравится. Но у меня вроде бы талант. Я талант. Не может быть. Реально говорю, у меня талант. Прямо сейчас исправят, смотри. Женя, нужно молодому проигроку из Фурии дать прошку. У него почему-то сейчас талант. А он не талант вообще. Ну вот только 2 получается. Ну я просто, если честно, я не очень много играю ДМ. Люблю перед играми заходить в бэкхоп и почувствовать сенсу. Что можешь посоветовать зрителям, игрокам, которые хотят стать проигроком, где нужно играть и насколько много? Я думаю, это зависит от желания. Очень много зависит от желания. И как ты подходишь к этому? Подходишь ли ты к этому как, наверное, как к мечте, или как, я не знаю, как сказать. Просто играть, очень много играть и любить, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности. Я думаю, это залог успеха. Какой был идеальный ответ? Надо тренироваться, бро. Играйте на Сайбершоке. Скачивайте конфиг лайфхакера. Ну, про конфликт уже не надо, но в целом я хочу тебя спросить последний вопрос. За год ты стал игроком плей-оффа. В чем твой секрет? Ну, не может быть, что просто так. Давай, Блин, скажи. я не знаю, в чем мой секрет. Что я не могу ответить за себя. Я же говорю, мне кажется, что мне помогает уверенность моя. Даже в играх и в жизни. Я уверен в своих действиях. Я думаю, что это мне очень сильно помогает. Респект. Ты будущая звезда, братик. Спасибо Главное, большое. не зазвездись. Это очень важно. Хорошо, постараюсь. Если выиграешь мажор, скажешь на сцене про Сайбершок? Хорошо, постараюсь очень сильно. Все, договорились. Ну да, я за шоком давно наблюдал. За шоком? Как меня зовут? Эрик Слав, да? 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 Нет? Я рофлил на тобой. А, реально? Я думал, ты понял, да. Нет. Эрик тебя Я зовут сразу просто. сказал, у меня будет него- называть Эрик да, Слава, да, наверное. Не, Подводка. Эрик? Эрик, просто Эрик, да. Это видео было записано в США, Остин. И с этого же города мы записали обзор киберклубов с Зевсом и Костей. Обязательно к просмотру, просто нажимай на картинку в центре экрана.